Здравствуйте, милые рыбы! У меня для вас гадание на август 2022 года. На это бархатное, романтичное время я выбрала для вас вот такие вот карты. Они называются «Следование ангелам». Но прежде давайте почитаем, послушаем, что про вас в очередной раз в интернете пишут, какие сплетни. И вы скажете, согласны вы или нет. И я тоже скажу, согласна или нет. Итак, рыбы устали думать о прошлом. Рыбы всегда стараются помочь людям. Ты счастливчик, если у тебя в жизни есть рыбы. Музыка успокаивает рыб. Рыба имеет очень доброе сердце. Рыбы никому не завидуют. И опять обожают слушать музыку. Вот, вы согласны? Я, пожалуй, да, наверное, согласна со всеми утверждениями, хотя про музыку не знаю, насколько она вас действительно радует и успокаивает. Итак, сначала работа. 3 карты расскажут, как у вас дела на работе. 1, 2. Видите, какие красивые картиночки здесь. 3. Про работу вам расскажут 9 жезлов, королева жезлов и карта дурак, нулевой аркан. Хорошее начало, удастся поработать. Начнем с этого, потому что 9 жезлов – это буквально карта личной силы, карта подвигов. Спешите к трудовым подвигам. Я думаю, это хорошая новость для тех, кто не на окладе. Если у вас какая-то процентная оплата труда, процент со сделок, то это прямо вот ваша работа будет, а значит будут заработки. 9 жезлов. Да, она говорит, что все будет не так просто, вам придется показывать себя, вам придется стараться с кем-то конкурировать, кому-то что-то доказывать, но это все равно укладывается в какие-то такие здоровые рамки, то есть не переходит в конфликт, что безусловно радует. Рядом королева жезлов. Собственно, карта это прямо сама про работу и есть. Это ваш портрет. Это ваш портрет королевы жезлов. Женщина деятельная, которая отдает работе душу и сердце. Очень-очень хорошие новости для тех, кто ищет работу. Для тех, кто в августе хочет найти. Королева жезлов обещает вам новую работу, на которой вы будете на своем месте, возможно, трудную. Трудная работа или трудно на нее устроиться. Но это немножко проверка на прочность для вас, но пусть так будет. Скорее всего, может быть, вы это ищете. Да? Судьба, все-таки каждый находит то, что ищет. Если достается трудная работа, наверное, вы легкую и не искали, может быть, даже сбежали до этого с какой-то легкой работы. И здесь есть буквально вот карта нулевой аркан. Ну, понятно, что 0, самая первая карта в старших арканах. 0 – это начало, нулевой километр и точка отсчета. Поэтому новую работу или новый бизнес карта вам обещает. Начало такое с чистого листа абсолютно. Это момент, которому, знаете, ничто не предшествует, а значит, ничто не предопределяет вашу здесь профессиональную судьбу. Шут – это часто человек, принимающий перемены жизненные с риском. Шут шагает в пропасть в классическом варианте, когда классические иллюстрации на карте. Шут шагает именно в пропасть, не на твердую почву. Поэтому этот выход на новую работу или в новый бизнес может выглядеть для окружающих каким-то сомнительным. Вас будут отговаривать, вас будут не верить. Кто-то даже скажет, что вы не в своем уме, раз на такое соглашаетесь, никого не слушаете. Скорее всего, вы не упадете, а полетите. Для тех, кто не планирует менять пока работу или дело свое на какое-то другое. Шут – это в любом случае перемены внутри вашей работы. Перемена часто вот это географическое перемещение какое-то, ну, там на другой отдел, другой офис,
на другой этаж, в другой офис, в другой отдел. Это может быть и поездка, связанная с работой, знаете, такая тоже очень ответственная, деятельная, чтобы послать кого-то в эту дорогостоящую командировку. Выбрали, очень долго думали, да, и наконец начальство выбрало вас. В любом случае, шут – это новые карьерные перспективы. Могут ли карты в таком наборе обозначать назначение, новую должность, то есть назначение, ну, карьерный рост? Да, очень даже могут. Вполне возможно. Вполне возможен рост формальной карьеры, то есть это момент, с которого ваша должность по-другому называется. Далее деньги. Финансовая жизнь для рыб. Раз, два. Снова уместные карты. Три. Да, очень уместные тоже. С четверки жезлов все начинается. Карта денежная, карта, ее называют так, быстро разбогатевших людей. То есть денежные истории будут выгодные, скорые, легкие, какие-то веселые для вас. Можете именно незаслуженную, какую-то случайную выгоду схватить, ухватить, или купите что-то очень выгодно, либо продадите, либо, ну не знаю, подарок получите нежданный, премию какую-то большую денежную. И вообще своей денежной жизнью вы в августе будете наслаждаться. Видите, вот эти герои на карте, что они делают? Ну пляшут же, да? Вот вы будете плясать. Когда получите какое-то письмо, какое-то известие, сообщение, связанное с деньгами. Суммы могут быть разные, и важность этого сообщения может быть у всех разная, но итог все равно один. Вы счастливы, денег на все хватает, даже хватает на что-то расточать. Карта это называется завершение или праздник. Очень часто по четверке жезлов приходят гонорары за, ну, условно написанную книжку. Вот вы долго старались, работали над каким-то проектом, писали эту самую книжку, а вот теперь большие деньги вам разово, радостно выплачивают, потому что это завершение и праздник, связанный с завершением. Вот что. Это может быть и какая-то сделка, тоже затянутая, но вот она состоялась, завершилась, и вы ее празднуете. В народе по-другому говорят. Рядом карта повешенный, старший аркан. И, кстати, справедливость. Они здесь, стоит их даже вдвоем рассмотреть, потому что они обе говорят про одно и то же. С приходом вот этой денежной радости, это и зарплата может быть больше. Или новая работа с хорошими деньгами, новый бизнес. С приходом, с этими деньгами, с этим даже богатством буквально в вашу жизнь приходят и новые обязательства, и новая ответственность, приходят такие какие-то серьезные взрослые хлопоты. То есть, с одной стороны, это денежное везение, как будто бы деньги пришли просто так, а с другой стороны, эти деньги с обязательствами и по-своему как-то вас привяжут, усадят, пригвоздят к какому-то стулу и превратят вашу жизнь отчасти в жертвенную, в какую-то рутинную. Ну, все пока сходится к тому, что это именно профессиональный успех, то есть повышение зарплаты, повышение дохода в бизнесе. Это хорошо, но и заставляет вас более серьезно относиться к себе, к своим делам, к своему будущему. И создает для вас какую-то большую дополнительную занятость. Карты советуют вам ответственность принимать, никакого креста не скидывать, не стремиться на свободу, а захочется обязательно. И следите за документами. Вам придется подписывать какие-то документы, связанные с деньгами. Скорее всего, крупные, то есть это не мелкие там квитанции какие-то об уплате за ток, а вот крупные документы, связанные с деньгами. Это опять же, ну, лучше к этому отнестись серьезно, все читать. Видите, деньги
радостные вам выпадают, и бремя вместе с ними, и бремя больше, чем сами деньги. Мне кажется, что какой-то вот кредит может так выглядеть, да? Кредит, который, с одной стороны, вам нужен, и вы рады, что вам одобрили, да, какую-то большую сумму на развитие бизнеса, например, или там на покупку недвижимости. А с другой стороны, и так много идет ответственности, так много идет несвободы, это вас приковывает, такая двойственная, но все равно радостная ситуация, знаете, потому что чем больше в жизни ответственности, чем более тяжелое бремя в жизни приходится нести, мы с вами уже говорили об этом в моих программах, наверное, вопросы и ответы, да, тем вы более влиятельный человек, тем, значит, у вас больше в жизни авторитета по отношению к людям и явлениям. И поэтому, если хотите взрослеть, если хотите вот становиться все более, распространять влияние свое на пространство, то не избегайте ответственности, берите ее за все, что в поле зрения попадает, и ваша личность, фигура ваша будет разрастаться, все большую площадь будете на планете занимать. Ну и деньги – это хороший инструмент. Если вы к авторитету, ключи к авторитету, деньги – самая лучшая отмычка. Далее любовь. 3 карты на романтичный август рыбам. 1, 2, 3. Про любовь вам хотят рассказать 8 пентаклей и кубков, а также 9 кубков. Неплохо, но без расставаний, без отказов не обойдется. Видите, я начну с плохого. 8 кубков. Вот как ни крути ее, это такая карта, ну, не знаю, условно плохая, ее считают основном такой. И она всегда проигрывается. И в общих гаданиях вы уже заметили, и в личных, персональных тоже проигрывается. Потому что это конец заранее обреченного плана для вас. Ну, соответственно, конец заранее обреченного союза. Я надеюсь, что в вашем случае это какое-то такое недолгое знакомство. То есть вот вы совсем недавно познакомились с каким-то человеком хорошим и уже сделали серьезную на него ставку, уже увидели ваших будущих детей и внуков где-то в своем воображении. А тут все не состоялось. Естественно, чем продолжительнее история, тем больнее будет разрыв. Но 8 кубков всегда появляется как совет поскорее ненужное из своей жизни выпускать, отпускать, для того, чтобы пришло новое. 8 пентаклей рядом. Они не противоречат друг другу, но и не слишком гармонично бьются, потому что 8 пентаклей в гаданиях на любовь – это серьезные намерения, она называется. Вот серьезные намерения, то есть это любовная история, которая могла бы, представьте, продлиться вечно, но почему-то не длится, почему-то люди расстаются, хотя успели друг другу много пообещать и успели друг с другом многим связаться, теми же обязательствами успели связаться, тем же, не знаю, общим бюджетом или общими друзьями, общими мечтами, наконец, мне кажется. Вот это самое выразительное и опасное. Вот с этим жалко расставаться. Да, как будто бы из любви, из отношений уходят серьезные намерения. Может быть, сами отношения прекращаются, хотя могли бы длиться вечно. А может быть, вот уходят именно серьезные намерения. Скажете, так не бывает? Нет, это бывает часто, к сожалению. Эти серьезные намерения могут на определенной стадии добавляться, но так и должно быть, если отношения прогрессируют. Но они могут и уходить. Так вначале, мне кажется, много каких-то советских мелодрам любовных, вот именно на этом сюжет завязан. То есть есть серьезные намерения,
по мере того, как люди общаются, у них меняются планы. И вот у них уже просто роман, и они уже долгого будущего друг с другом не видят. Грустно это не обязательно, потому что звездам виднее, для чего они вас свели, познакомили с этим загаданным человеком. Ну, карты здесь вот вам предлагают такой сценарий. А может быть, эти серьезные намерения были не у обоих, а только у вас. И вам предстоит с ними расстаться. Вы уже запланировали, например, там, выйти замуж за какого-то человека, ну вообще, или жениться, или вообще связать судьбу надолго с каким-то человеком. Вот. А тут разочароваться приходится. Вы понимаете, что объективные причины, какие-то внешние обстоятельства, или, может быть, сами ваши отношения к этому вообще не располагают. А к чему располагают? К роману, видите? Девятка-то кубков здесь есть, она про любовь. Она просто так и называется любовь. То есть мы здесь видим любовную историю, которая ценная сама по себе. Свиданиями, обещаниями, расставаниями, переживаниями вот этих вот романтических каких-то ярких моментов. Девятка кубков, хоть и карта любовь и про любовь, она много радости обещает, чувственных наслаждений, иногда таких физических, прямо телесных. Однако она описывает любовь довольно такую простую, понятную и не всегда, к сожалению, долгую. Это вот тот случай, когда, по крайней мере, один из партнеров от любовной истории берет ресурсы только самые легкие, быстро растворимые, как то, что на поверхности, то есть это эстетические удовольствия, физические удовольствия, но не копает вглубь, не пытается насладиться эмоционально, интеллектуально, тем более, понимаете, да? О чем здесь речь идет? Если вы ждете в августе новое романтическое знакомство, то, боюсь, оно состоится, во-первых, потому что вот карта свидания здесь есть, вот эта девяточка, но, боюсь, не стоит сразу именно строить долгие планы или обнажать перед новым знакомым эти свои серьезные намерения. Это может быть романтичное, прекрасное время, но, знаете, что-то вроде курортного романа. Ведь курортный роман, ну, мало кто в своем уме ждет от него серьезности. Мало кто с курортным женихом планирует внуков дождаться. Правда же, да? И карты вам советуют в целом относиться к происходящему сейчас в ваших отношениях романтичнее и проще одновременно. Вот. Ну, в самом худшем проявлении это, да, вполне такая цельная, состоятельная любовная история почему-то прекратится. Придется расстаться и забыть, безусловно, для того, чтобы впереди встретить еще более лучшую историю, да, по-другому не бывает. Ну и теперь семейная жизнь, домашние ваши дела, быт, родственники, хозяйство, ваш дом. Раз, два, три. Неожиданный и срочный дефицит вам карты обещают. Вот так вот. Это не самый вдохновляющий прогноз, но мы договорились рассказывать здесь правду. С картами договорились. И с вами, надеюсь, видите, пятерка пентаклей. Карта дефицита, истощенный бюджет. Она говорит, что на какие-то семейные дела затеи не хватит. Но тут уже зависит все от того, что вы затеяли. Может быть, вы такой грандиозный проект затеяли, на который сразу вот так вот не вынешь и не положишь. Вот. Но это истощенность ресурсов самых разных. Иногда это физические силы и здоровье, иногда это истощенность эмоций и недостаток любви элементарной в семье, недостаток времени у вас, чтобы посвящать любимым, дорогим людям. Однако чаще это деньги. Ну, вообще, семья – это, знаете, базовая. В семье это всегда бюджет. Что бы мы там себе не придумывали, начинается с этого. То есть
да, основа пирамиды. Все остальное это уже потом. И многие ограничения, потому что не хватит денег, видите, карты говорят, вы зайдете в какой-то тупик, и вам придется ждать и огорчаться из-за этого, потому что не хватает денег. Например, не состоится семейная поездка куда-то на курорт, потому что, ну просто, а может и не на курорт, может быть, родственников вы в ближайшем зарубежье хотите навестить, но не состоится забор перед вами, потому что не хватает денег на авиабилеты с нынешними ценами. Вот. А восьмерка жезлов здесь вроде бы такая скорая, везучая. Отчасти она говорит, что ваши проблемы могут быть, хоть они довольно серьезные, ну, в масштабах месяца, а ваши проблемы, может быть, чудесным образом разрешаться, вот знаете, чудесным, так как-то непредсказуемо, как по волшебству. Но больше эта восьмерка подчеркивает срочность или неизбежность вот этой остановки. То есть неожиданно, вот у вас все было уже распланировано, сложено и все готово на ваш отпуск такой замечательный. И тут что-то случается. Буквально за один день приходят какие-то новости, за один день, которые заставляют ждать. Карты должны о чем-то вас предупредить, и они предупреждают скорее, да, не торопите события, судьба вас придержит от в семейных делах, родственных, домашних, судьба вас придержит от какого-то лишнего шага, может быть, от лишних трат как раз. Четверка, где она? Четверка мечей говорит примерно следующее. Иногда судьба разрушает наши планы, чтобы планы и разрушили нас. То есть нужно судьбе здесь поверить. И одну карту, как совет, я хочу достать рыбам из уже другой колоды. Это Золотое Таро. Совет августа только для вас, для рыб. Карта справедливости вам выпадает. Она, мне кажется, уже у нас сегодня была. Да, вам справедливость выпадала на деньги, в денежных делах. И мы поэтому говорили, что документы, какие-то договоры, от приказа, от трудового договора до какого-то ипотечного вам придется подписывать. И вот опять она. Все-таки такой совет. Взрослость, собранность пригодятся и максимальное внимание к бумагам, к юридическим вопросам, правовым, к документам. Нужно будет соблюдать правила, которые устанавливают законы, подзаконные акты, разные инструкции. Карта эта призывает вас, ну, на бытовом уровне просто к внимательности. Исключает легкомыслие вообще в любых делах августа. На высоком смысле, поскольку это старший аркан, и карта имеет и тонкие трактовки на уровне и тонких тел, и тонких миров, она призывает к справедливости, к справедливому видению мира, себя, своего места, к справедливому отношению к людям вокруг. Ну, то есть вы должны много думать, много взвешивать, много критически мыслить и все оценивать, и не спонтанно и даже не интуитивно, как вы привыкли делать выводы о происходящем, а после вот такого долгого, трудного местами анализа. Спасибо.